Всем привет, это первая часть обзора обновления Assemblage of Light. Начнем с крепостей. За регистрацию на осаду крепости теперь необходимо заплатить 1 миллион адена. Кроме того, подозрительный торговец больше не продает никаких товаров. После 3 пробных регистраций на осаду крепости во время начала осады капитан поддержки не появлялся. Так было в случае, когда крепость была уже занята и когда принадлежала просто NPC. Вместе с этим укреплены ворота и обороняющиеся NPC крепости. Часть из них зеленого цвета, а другая, например, капитана белого для персонажа 105 уровня. Для примера попробую убить одного стражника. Это оказалось не такой простой задачей, возможно, дело в экипировке и, может быть, в заточке умений. С другой стороны, ворота даже для даггерщика оказались значительно проще, несмотря на их белый цвет. Еще добавлю, NPC поддержки после захвата крепости или замка также поменяли свой ассортимент. Теперь браслеты, рубашки и классовые талисманы недоступны. Оставлю ссылку на статью с цифрами и подробностями под видео. Отдельное спасибо Мислайту за перевод. Следующим любопытным нововведением для кланов стало добавление возможности улучшить пояс Нюрки, Лидии и Густава через NPC Илья, который стоит в Адене в кузнице. Параметры улучшенных поясов такие: увеличение ХП МП ЦП на 500, наносимый урон плюс 7, получаемый урон минус 7, лимит веса плюс 12800, количество ячеек инвентаря плюс 18 и плюс 10 ко всем атрибутам защиты. Кроме того, у NPC Илья можно обменивать пояс полномочия правителей на усиленный пояс полномочия правителей. Для этого необходимо купить за 10 миллионов аден книгу разрушения пояса. Затем вместе с любым из поясов КХ обменять с низким шансом на символ силы. И, наконец, уже готовый пояс полномочия правителей и символ силы со средним шансом обменять на улучшенный. У улучшенного пояса полномочия правителей параметры такие: ХП МП ЦП плюс 1000, лимит веса плюс 25,5, наносимый урон плюс 10, получаемый минус 10%, сопротивление рефлект урону плюс 10%, сопротивление фиксированному урону тоже плюс 10%, количество ячеек в инвентаре плюс 36 и плюс 20 ко всем атрибутам защиты. Еще одно значительное изменение – это добавление новой зоны охоты для 103 и выше уровней – Тень Дерева Жизни или дословно Мир во Тьме. Расположена недалеко от деревни эльфов, которая стала, кстати говоря, мирной зоной. После приключений с поисками Святого Грааля Каином в серии обновления Epic Tales of Aden в этом апдейте разработчики немного вернулись к хроникам первых апдейтов Goddess of Destruction и немножко лора из описания к апдейту. Сила 7 печатей, собранных Этисом Ван Этиной, пробуждает спящие тени зла, покрывая земли Адена тьмой. Ритру, младшую сестру Неруппы, искусила богиня Шилен для того, чтобы завладеть деревом жизни. Перед тем, как отправиться в Магмельд со светлыми эльфами, выжившими после кровавого дождя и ядовитых туманов, игроки, заставшие хроники High-Five, должны их помнить, старшая сестра Неруппа, которую можно найти в колонии фей, отказалась сражаться с младшей и заперла ее внутри дерева жизни. Сила Неруппы, сковывающая Ритру, с приходом 7 печатей ослабла, и Ритра, находясь все еще под властью Неруппы, проснулась. С помощью силы дерева жизни она создает монстров вокруг деревни светлых эльфов. Тут надо сказать, что Ритра представлена в виде РБ 106 уровня, расположенного недалеко от дерева жизни.
Следующие изменения коснулись пространственного барьера. Количество этажей пространственного барьера увеличилось с 35 до 45 этажей. Вместе с этим у босса Маршал Бездны на 35 этаже из дроп-листа были убраны книги на баф-слот и добавлены похожему РБ уже 108 уровня Маршалу иного измерения на 45 этаже. Кроме того, появилась возможность пропускать этажи пространственного барьера. Правда, для этого необходимо закрыть все квесты на соответствующих этажах. Возможность пропуска этажа зависит от минимального выполненного квеста среди всех членов группы. К двум новым РБ в деревне Светлых Эльфов и в пространственном барьере было добавлено 16 новых рейд-боссов в Лесу Неупокоенных, Болоте Криков и Пустоши под Глудио. Этого для первой части достаточно, вторая будет посвящена классу рыцарей Сигеля. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их под видео.